Самый страшный страх родителей – потерять ребенка. Вот почему, когда маленький мальчик по имени Кабл, которому было всего 6 лет, исчез из своего дома в Теннесси, его родители пережили настоящую агонию. Все их сообщество было потрясено до глубины души и сделало все возможное, чтобы помочь найти мальчика. Военные даже направили на поиски вертолет Black Hawk. Они боялись, что он был совсем один в лесу, а это опасное место для маленького мальчика. Через 22 часа Кабл внезапно вышел из леса, но он был не один. Родители Кабла, уроженцы небольшого городка под названием Вершина Мира, расположенного в округе Блант, штат Теннесси, разрешали ему играть одному на улице до тех пор, пока он не уходил далеко от дома без разрешения. Однако вечером в понедельник, 23 апреля 2018 года, родители Кабла были крайне обеспокоены, когда их сын не вернулся домой к 6 часам вечера. Они не сомневались, что ему, как обычно, нравилось играть на улице, но к вечеру это перестало быть для них развлечением и игрой. Кабл Уиот, хороший и жизнерадостный мальчик, всегда любил бывать на свежем воздухе и проказничать, как и любой другой 6-летний ребенок. Особенно он любил играть со своими питомцами, в частности, со своим любимым черно-белым терьером по кличке Чула. Сначала они подумали, что Кабл где-то в доме, но время шло, и они решили предупредить шерифа округа Блант Дэнни Перри. Они не собирались рисковать, так как становилось холодно и темно, а они знали, что у их сына нет пальто. Несомненно, пропавший ребенок – худший кошмар любого родителя. Родитель, естественно, хочет защитить своего ребенка, несмотря ни на что. Поэтому, когда этот инстинкт подвергается испытанию, это может быть просто пугающим. Так было с родителями Кабла Уиотта. Они не могли понять, почему он внезапно исчез, и все, чего они хотели, это найти его и вернуть домой целым и невредимым. Они еще не знали об этом, но происходило что-то очень странное. Однако у них было такое чувство, что у них засосало под ложечкой. Зная, что нельзя терять времени на то, чтобы сообщить о пропавшем мальчике, окружной шериф сразу же обратился за помощью. Обычно, чтобы подать заявление о пропаже человека, нужно подождать 24 часа. Но в этом сплоченном сообществе, в случае с пропавшим Каблом, этого не требовалось. Родители Кабла были очень обеспокоены тем, что их ребенок потерялся где-то, не имея даже пальто, чтобы согреться. Шериф не хотел, чтобы они пока думали о худшем сценарии, поэтому он немедленно приступил к работе, чтобы оказать пострадавшим хоть какую-то помощь. Бюро расследований штата Теннесси выпустило предупреждение о ребенке, находящемся под угрозой исчезновения, тем же вечером в 7 часов вечера, сообщив, что офис шерифа дал описание Кабла. В нем содержалась просьба к сообществу помочь найти мальчика, отметив, что в последний раз его видели около 6 часов вечера. Родители описали Кабла как человека весом 60 фунтов, ростом 4 фута, с каштановыми волосами и голубыми глазами. Они также сообщили шерифу, что в момент исчезновения Кабл был одет в серые спортивные штаны, черную футболку и кроссовки без шнуровки. Местный шериф начал поисково-спасательную операцию с помощью военного вертолета Black Hawk с близлежащей авиабазы МакГи-Тайсон. Поиски начались очень быстро после того, как Дэнни Перри получил сообщение от родителей Кабла Уиотта. Помимо привлечения вертолета для прочесывания местности в поисках Кабла, поисково-спасательная команда также провела наземную операцию, в которой приняли участие почти 100 человек, оказавших первую помощь в труднодоступной горной местности площадью 2000 акров. Оставался вопрос, хватит ли этого, чтобы найти маленького мальчика до наступления темноты. Наземные группы, в том числе ФБР, TBI, Бюро информации штата Теннесси, Департамент шерифа округа Блант, Пожарная служба округа Блант, Поисково-спасательная команда округа Блант, а также заместитель главы округа Блант Джефф Френч, провели поисковые работы по всему району, чтобы найти Кабла. Мэрион О'Брайен, пресс-секретарь офиса шерифа округа Блант,
сообщила WVLT News, что наряду с военной помощью наземные поисковые группы будут вести поиски всю ночь, если это потребуется, чтобы определить местонахождение Кабла. Однако продолжались и другие поиски. Местное сообщество также обратилось к нам, когда стало известно об исчезновении Кабла. Несколько часов спустя службы экстренной помощи округа Блант передали сообщение интегрированной системы оповещения населения IPOS, чтобы проинформировать всех о происходящем и предоставить обновленную информацию. Как только местные жители прочитали это сообщение, они поняли, что не могут сидеть сложа руки, в то время как жизнь ребенка висит на волоске. Они подумали о своих собственных детях и внуках, что вызвало у них настоящий эмоциональный отклик. Жители округа Блант не только получили сообщение с iPod, но и распространили новость через приложение для смартфонов Nextdoor, которое представляет собой своего рода частную социальную сеть для соседей. Даже если некоторые люди не могли активно помогать в поисках Кабла Уиотта, они объединялись, делая все, что в их силах. Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы каждый день получать вдохновение от историй о животных. Теперь вернемся к истории. Один из местных волонтеров, занимающихся поиском, рассказал WVLT News, что у нас очень сплоченное сообщество. Мы стараемся помочь всем. Мне позвонили по телефону и рассказали о том, что происходит. Я поднимался с работы в горы, сразу же примчался и сделал все, что мог, чтобы помочь. Когда одна из жительниц этого района, Меган Кеслер, услышала новость об исчезновении бедного маленького Кабла, она взяла на себя смелость выступить с собственной инициативой, чтобы помочь волонтерам-поисковикам и аварийным командам с едой и водой. «Мы знали, что ночь будет долгой», — рассказала она WVLT News. «Мы принесли кофе, чили, все, что им было нужно. Мы хотели быть уверены, что сможем их предоставить. Они не позволили нам провести поиск, поэтому мы сделали все, что могли. Как раз в тот момент, когда все были заняты оказанием помощи и распространением новостей, организация опубликовала в Facebook сообщение «Предупреждение о детях, находящихся под угрозой исчезновения в штате Теннесси». Сообщение, опубликованное 10-м каналом WBIR, содержало фотографию и описание Кабла Уиотта и окружающих обстоятельств. Вскоре после того, как сообщение было дополнено дополнительной информацией, оно было опубликовано более 2000 раз и получило более 350 откликов. Было ясно, что в этом участвовало все сообщество, включая родителей Кабла. Сообщение распространилось со скоростью лесного пожара. Несмотря на все усилия поисково-спасательных команд и помощь местных волонтеров, поиски, казалось, были безрезультатными. Кабла нигде не было видно, а уже стемнело и похолодало. Времени оставалось в обрез. Власти также были обеспокоены тем, что Кабл может заболеть респираторной инфекцией, если его не найдут в ближайшее время. На нем не было достаточно теплой одежды, и это могло привести к летальному исходу для такого маленького мальчика. Это только усилило необходимость поиска. Поиски продолжались в течение следующего дня, уделяя особое внимание району, который находился в радиусе полумили от дома Кабла Уиотта. Им нужно было дождаться рассвета, чтобы продолжить поиски в сельской местности и в горах. Естественно, родители Кабла очень беспокоились о своем драгоценном сыне. Они были напуганы, нервничали и даже чувствовали вину за то, что позволили ему играть на улице. На это потребуется еще некоторое время, но вскоре они узнают, что с их сыном все в порядке, и он не одинок. Сообщество округа Блант доказало, насколько преданными и сплоченными на самом деле являются его члены, не ложась спать всю ночь, раздавая воду и закуски спасательным командам. Спасатели неустанно трудились, чтобы найти Кабла, и это было самое малое, что они могли сделать. Никто пока не был готов сдаваться.
Они знали, что Кабл должен где-то быть. Оставалось только оставаться сосредоточенным, целеустремленным и не отказываться от миссии, пока он не окажется в безопасности дома. И они еще не сдались. Когда рассвело, искать Кабла при дневном свете стало легче. Это была нелегкая задача, но это не помешало никому сдаться. Хотелось надеяться, что они найдут его при дневном свете, целым и невредимым. У поисковых команд было больше идей о том, где искать, так что пришло время приложить все усилия и найти пропавшего мальчика как можно скорее. Его родители были так обеспокоены, что их ребенок голодал, был напуган и одинок, поэтому все молились, чтобы с ним все было в порядке. Поисковые группы побежали к озеру посмотреть, не упал ли Кабл в воду или не утонул, но его нигде не было видно. Пока продолжались наземные поиски, вертолет Black Hawk также продолжал свои поиски с воздуха. Когда его не было видно у озера, поисковые команды осмотрели склоны гор и даже несколько заброшенных зданий, чтобы выяснить, не спрятался ли Кабл где-нибудь на ночь, чтобы защититься от холода. Но, к сожалению, им не повезло. Утренние часы шли своим чередом, а Кабла Уиотта все еще не было. Его родители пытались догадаться, куда он мог запропаститься, или могло ли произойти что-то более зловещее, что в их общине было большой редкостью. Для них просто не имело смысла, что он внезапно исчез, поскольку он знал о комендантском часе и о том, как далеко ему разрешалось заходить в окрестностях. Что-то не сходилось, и родители Кабла понимали это в глубине души. Волонтеры-спасатели попытались проникнуть в сознание 6-летнего мальчика. Они хотели представить, куда он мог отправиться, играя на улице. Для этого им пришлось немного нестандартно мыслить и вести себя как ребенок. Они решили осмотреть места, на которые при других обстоятельствах не обратили бы внимания, например, глухие леса и другие заброшенные здания в округе. Они еще не подозревали об этом, но были гораздо ближе к поискам Кабла, чем предполагали. Как только поисковая группа вошла в лес рядом с вершиной мирового сообщества, они тщательно осмотрели всю местность. Если Кабла там не было, то они не были уверены, куда еще он мог пойти прошлой ночью. День клонился к вечеру, и все добровольцы знали, что должны продолжить поиски до того, как снова наступит ночь. Часы тикали. Как раз в этот момент они услышали шум, доносившийся из леса, который привлек их внимание. Примерно через 22 часа после исчезновения Кабла Уиотта спасательные команды наконец-то что-то обнаружили. Внезапно они услышали рычание, доносившееся из леса, и по мере того, как они приближались, рычание становилось все громче и сильнее. Не зная, что они могут обнаружить, они пошли на звук. Им пришлось выяснить, откуда доносилось это рычание, поскольку оно очень походило на собачье. С другой стороны, они были в лесу, так что это могло быть по-разному. Поисковые команды и добровольцы направились на звук рычания, когда внезапно заметили Кабла. Они были всего в полумиле от его дома, так что, как выяснилось, прошлой ночью он ушел не слишком далеко. Должно быть, он потерял ориентацию и был парализован страхом, оставался на месте и не двигался. Однако самым большим сюрпризом для всех стало то, что Кабл был не один все время, пока отсутствовал. Рядом с ним кто-то был. Кабл Уиотт был найден около 15:30, примерно через 22 часа после того, как его пропажу заметили накануне вечером. Когда его нашли, оказалось, что рычал его верный черно-белый терьер Чула. Собака зарычала на спасателей, когда они приблизились к Каблу, поэтому собака является защитником, заявил заместитель главы BCSO Джефф Френч. Действительно, Чула делала все возможное, чтобы Кабл был в безопасности всю ночь, которую они провели в лесу. Когда Кабла нашли, он выглядел неважно. Спасатели спросили его, все ли с ним в порядке и как он себя чувствует. Он сказал, что очень замерз. Его кожа была фиолетовой и холодной, а серых спортивных штанов и черной футболки было недостаточно, чтобы согревать его всю ночь.
Поисковая группа также спросила мальчика, где он живет, и он назвал адрес. Как только это было установлено, они сказали Каблу, что немедленно доставляют его в безопасное место. Ему нужна была медицинская помощь, а Чула-Дог тоже нуждался в уходе. Прежде чем сотрудники службы экстренной помощи доставили Кабла Уиотта домой, они решили, что лучше всего отвезти его в Блант. Первым, кого осмотрел медицинский персонал, был госпиталь «Мемориал». Они хотели убедиться, что он не страдает от переохлаждения или каких-либо других медицинских проблем. Его семья испытала огромное облегчение, когда наконец смогла снова увидеть своего драгоценного маленького Кабла. Они также не могли поверить, насколько мужественно Чула перенес все это испытание. Это звучало как что-то из книги или фильма. Пока Кабл проходил обследование в мемориальной больнице Блаунта, его семья опубликовала заявление о возвращении их мальчика. Сначала не было обнародовано никакой информации о его состоянии или всех фактах, связанных с его исчезновением, но они хотели выразить благодарность невероятным спасательным командам и местным волонтерам. «Мы очень благодарны всем, от местных правоохранительных органов до волонтеров, которые помогли нам найти Кабла. Мы получили огромную поддержку даже от людей, которых мы не знаем. Мы ценим всех наших друзей и соседей и просим соблюдать конфиденциальность в это время», написали родители Кабла. Новость о возвращении Кабла также была встречена с большим торжеством в средствах массовой информации и социальных сетях. «Я так рад, что он нашелся в безопасности», написал один из доброжелателей в Facebook. Другой человек прокомментировал, что они не давали мне покоя с тех пор, как я узнал, что он потерялся, и что он может передать это своим внукам, слава Богу. Сообщество потратило 22 мучительных часа на поиски Кабла, и они выразили такую же радость, когда услышали в новостях, что он был найден целым и невредимым вместе со своей собакой. Казалось, их успокоило то, что он был не один всю ночь. В течение 22 часов высшее сообщество переживало бурю эмоций, и все почувствовали, как беспокойство сменилось облегчением. Это напомнило им об их собственных детях, поэтому каждый сделал все, что мог. Для всех жителей округа это был также важный момент, когда Кабла нашли. Они молились, чтобы он вернулся живым и невредимым, и были так счастливы услышать, что этот кошмар, наконец, закончился. Шериф тоже был благодарен, когда Кабла нашли. Он был очень взволнован, когда благодарил всех по местному телевидению. «Я хочу поблагодарить всех этих мужчин и женщин, которые провели здесь последние 20 с лишним часов в темноте, холоде и под дождем», — сказал он. «У нас было ФБР, TBI, департамент шерифа округа Блант, пожарная служба округа Блант, спасательный отряд округа Блант. Это была командная работа, и мы бы не справились без чьей-либо помощи», — заключил он. Но был еще кое-кто, кого они также должны были поблагодарить. Шериф также поблагодарил своего заместителя Дэниела Селфа за помощь собаке Чуле. Он подержал собаку и убедился, что с ней все в порядке, дал ей воды и немного еды. Все были очень рады узнать, что Чула была ангелом-хранителем Кабла всю ночь. Связь между собакой и человеком оказывается непреодолимой, особенно в трудные времена. Чула был настоящим героем и ни на минуту не отходил от Кабла. Именно благодаря ей он смог пережить холодную и темную ночь в лесу в полном одиночестве. Верхушка мирового сообщества в Теннесси определенно чувствовала себя на 7-м небе от счастья, когда Кабла нашли в тот безумный вторник днем. Все действительно повернулось на 180 градусов с того момента, как его нашли в лесу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им со своими друзьями и семьей. Еще раз спасибо, увидимся в следующем выпуске.